Всем привет! В этом видео я расскажу, что же за это время я сделал с Хондой. Все началось с того, что вид машины на Энках меня совсем не устраивал, и поэтому я решил купить новые диски. Это оказались диски а-ля BBS RS. Они у нас в 15 диаметре, ширина 8 дюймов, вылет 20. Они немножечко торчали, и поэтому я решил прикупить развальные рычаги, что наперед, что назад. Купив передние развальные рычаги, я решил проверить, а можно ли поставить на Хонду пневму, потому что на стандартных рычагах подушка цепляла рычаг. И это уже при условии того, что я использовал самую маленькую 114-ю подушку. Рукава я использовать никак не хотел. Мне надо было заменить колодки, а также я решил заменить шрус, потому что у меня что-то стучал привод. Ну и заодно как раз таки проверить, влезет ли подушка в рычаг. В принципе, место еще прям впритык. Собирать пневму на моих койлах не было смысла, потому что подушка буквально натягивалась на стойку. А более большую подушку я не мог поставить, потому что она бы 100% также у меня все цепляло. Поэтому я их продал и купил уже проверенный вариант. По опыту с BMW я буду использовать короткие стойки от фирмы Bagon. Это стойки от задней подвески ВАЗ. Они укорочены на 6 сантиметров. Я также буду использовать ШС-опоры. Это новые опоры фирмы КТС. Кстати, они на Nissan Silvia S13, но крепежные отверстия полностью совпадают. На переднюю подвеску я отпилил блок. На заднюю пока что просто подпилил, чтобы вставить рычаг и посмотреть, насколько же машина упадет. А дальше уже буду приваривать нормальный блок и вообще смотреть на ситуацию. Что ж, посмотрим, что сейчас будет. Надо будет там хорошо соединять болтами. Не легла. Примерно прикинув подвеску, я понял, что машина никак не ложится. Что сзади было 3 сантиметра, что спереди было 3 сантиметра. Сзади все просто. Можно было бы укоротить стойку, собственно, что я решил делать, и машина бы легла. А вот спереди все было сложнее. Мало того, что надо было укоротить стойку, так это еще и рычаг уперся в кузов. Что делать с рычагом, я пока не решил, но буду что-то пытаться делать. Так, ну что ж, я укоротил стойки на 3 сантиметра в круг. Сзади у меня здесь уже стоят блоки от Honda, а также мы расточили вот эти вилки под диаметр стоек. Ну, там буквально миллиметр. Чтобы сварной шов не стал гнить, я их покрасил сначала грунтом, потом краской, потом лаком. Сейчас я буду собирать подушки и начнется сборка на Honda. Ну вот так выглядят передние стойки собранные. Ну вот собранная стойка. ШС-опоры. Тут видно, что у меня кулак укорочен, а сверху у меня развальные рычаги от РТ Honda. Ну а так выглядит уже собранная подвеска. Здесь вот видно, что достаточно много места и что подушка ничего не цепляет. Ну а зад, собственно, выглядит так. Снова развальные рычаги от РТ Honda. Следующая проблема оказалась в том, что как я поставил подвеску, у меня перед не то чтобы не лег, он еще и не поднимался. Поэтому было принято решение снять задние подушки с BMW, напомню, они там 114 удлиненные, на BMW поставить обычный 114 и посмотреть, что же выйдет. Было решение попробовать примерить подушки с BMW, это 114 удлиненная, и вернуть на BMW обычную 114 с Honda. Я надеюсь, что это даст мне более-менее нормальный подъем. Вот это результат на новой 114 подушке удлиненной 5 атмосфер. То есть мы видим, что здесь свободно проходят даже пальцы. Вот это стандартная 114 на 5 атмосферах.
Поэтому сейчас я здесь тоже буду менять на удлиненную 114 подушку. Результат меня, в принципе, обрадовал, потому что машина, в принципе, ничего не потеряла в занижении, но зато я получил очень много для подъема. Оставлять 114 обычной подушкой мне вообще не было варианта, потому что машина с трудом поднималась, и мне приходилось качать 8 атмосфер, а я, собственно, в ресивере только качаю. И она поднималась вот настолечко, и при этом у меня еще постоянно стучал привод. Как оказывается, дело было не в гранате, скорее всего, привод надо укорачивать. Во время установки я, кстати, заметил, что у меня без развала нижняя шаровая цепляла тормозной диск. Я не знаю, как так вышло. Ну, или это все переваренные рычаги с Волгограда. В качестве управления я использую свой собственный пульт ASCII второй версии. Для тех, кто не знает, вот так выглядит мой контроллер. Его включение я вывел на тот выключатель, сделал ему подсветку. Контроллер стоит в воздуховоде на магнитном креплении. Ну, собственно, здесь у нас ручной подъем, а здесь у нас ручной спуск. А по краям у нас пресеты. Машина принимает положение, какое уже я сохранял. Также, что мне очень нравится, я сделал возможность настройки цветовой палитры дисплея. Но использую зеленый, потому что это стандартный цвет подсветки Honda. Клапаны я собрал по той же схеме, что у меня было на BMW. То есть у меня всего лишь 4 клапана, а также 4 контура. То есть подушки между собой разделены механическими обратными клапанами. Поэтому мой контроллер работает в контурном режиме. Ну, напомню, контроллер позволяет управлять подвеской вручную, а также имеет 3 сохраненных положения. Собрал я все на датчиках давления. Как только я все собрал, я отправился на граунд. Но, к сожалению, не как участник, а снова как зритель. Сегодня 1 число, и зрители и участники граунда решили собраться. Точнее, Лоудели решил их собрать для фотосета. Достаточно много прикольных тачек собралось. Конечно, Honda среди них выглядит, ну, как не своя. Но, к сожалению, так вышло, что я загулял с друзьями на вечерних тусовках, а на граунду так и не поехал. Ну, я думаю, невелика потеря. Но, в принципе, я остался доволен тем, что у меня получилось. Да, к сожалению, зад мне надо чуть-чуть приподнимать, чтобы машина выглядела не как пневма, которая не упала, а как, ну, неплохая статика. Но в целом машина вышла достаточно мягкая и приятная, что дорога в Сочи мне не вызвала никакого дискомфорта. Если вас интересует более подробная инструкция об установке пневмы, можете посмотреть мои предыдущие видео, где я рассказывал об установке пневмы на Mazda 3 или на мою BMW. Также я очень много пишу об этом в своем блоге на драйве. На сегодня все. А совсем скоро я расскажу еще кое-что, что же я сделал со своей Хондой.